Привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале «Гениально. Все очень просто». И сегодня хотел поговорить о цитате, написанной в начале видео, что не существует плохих людей, не существует хороших людей. Есть только те люди, которые совершают поступки в меру своего понимания и осознания жизни, бытия. Бытие – это вечное. Его называют Богом, его называют Творцом. Это не начинающее, не кончающее явление, которое человеку обычным пониманием очень тяжело понять. Люди только себя изучают, кто они на самом деле, как у них функционирует тело, окружающий мир. Мы же должны понимать, что мы только изучаем то, что уже есть, уже сотворено. Программа изучает сама себя. Кто она, что она, как жить, как работать, что есть, как функционировать. Но мы о другом. Что значит нет хороших людей, нет плохих? Мы часто замечали, что когда маленькие дети играют в пасочки, они очень ответственно относятся к этому процессу. Для них не существует ничего. Они полностью поглощены этим приятным моментом созидания. Строят что-то, узнает, сколько там воды добавить, чтобы она устояла. Папа, мама учат, какие формки, как там замок построить. Соответственно, у них идет обучительно-знакомительный процесс с окружающим миром, с правилами этого общества, где мы находимся на Земле. Что хорошо является, что плохо, идет процесс развития, но не больше. Нет ничего плохого и ничего хорошего в том, что там пасочка осталась, пасочка развалилась. Это процесс познания. В один момент она познает, или он, что добавишь водички, там она будет более целостная, чуть-чуть, сильно много водички расплывется. Ну, вы поняли, опыт. Взрослый это уже знает. Соответственно, он может обучать ребенка. Но, как вы понимаете, человечество постоянно развивается. Оно не стоит на одной плоскости. Постоянно идет развитие человека. Соответственно, очень тяжело сказать, что плохо на то, что еще не понимает и не осознает тот процесс, который происходит. Человеку очень тяжело понять, что другой человек может не знать того или иного явления. Иногда он может знать, что то или иное действие может принести вред тому или иному человеку. Он это знает, но он это не осознает. Это другое понимание. Когда человек находится в осознании и понимании, у него нет вопросов, почему этого действия делать нельзя и неразумно. Прежде всего, это будет неразумно к самому себе и по отношению к другому. И издавна приходили учителя. Они были, они есть и они будут. Которые, как папа или мама, объясняют ребенку, почему это можно, а это нельзя. Соответственно, у них есть информация и понимание, осознание жизни, может быть, чуть-чуть больше. Но он не является лучше. Каждый ребенок, когда вырастет, он сам все поймет. И будет поступать, он еще и перерастет папу и маму свою. Соответственно, тяжело сказать на ребенка, что он там плохой, хороший, опыт. Но этот опыт распространяется во все стороны. Потому что мы, люди, только познаем себя с психологической, физической, астральных путешествий. Не оральных, астральных. Только познаем себя. Соответственно, мы учимся. Все на Земле здесь учатся. Он сделал одно действие, повлекло, там, посадили. Он только в тюрьме понял, что так нельзя было поступать.
Он только тогда понял, что он причинил там вред, боль или то или иное действие, причиненное тому человеку, жизни, природе. Человеку надо проходить опыт. Этот опыт длиною в жизнь. Я всегда играю с точки зрения с вечности. Потому я так смело говорю, что это маленький опыт. У меня есть личное понимание вечности. И я этому рад. Я никому ничего не доказываю. Есть, нету. Люди верят, не верят. Это каждый сможет понять в свое время. Это достижимо. И я не первый, кто об этом говорит. Это меня только радует. Соответственно, когда есть у человека уже это понимание, он это понимает. Вернемся к хорошему и плохому. Мудрые люди понимают, что в жизни нельзя оскорблять это энергетическое воздействие на другого человека. Нельзя осуждать это энергетическое воздействие на другого человека. Так как мы маленькие люди, энергетические субстанции, есть Земля более высокая субстанция. У Земли разум больше. Вся Земля содержит весь разум всех наших людей. Соответственно, она как наша мама, которая управляет честно. Что посеешь, то пожнешь. Но если человек обманывает, там, ворует, он думает, что это будет безнаказанно не бывает. Что такое безнаказанно? Наказанно это не то, что хочет кого-то кто-то наказать. Он должен будет понять, что этого не надо будет делать. Соответственно, к нему будут применены санкции. К нему будут применены определенные воздействия самой жизни, Земли. И он все равно потом поймет это. Все, что происходит вокруг, это одна большая школа, где каждый проходит те или иные испытания, чтобы понять, кто он, что он, почему он здесь на Земле, как можно энергетически влиять, как можно учиться. И он в итоге поймет, что все, что он делает в семье, на работе, в жизни, это только идет к его обучению и пониманию, кто он. Какие правила? Почему не надо человека осуждать? Он только когда на опыте обожгется, прожгется, пройдет Крым и Рым, он только тогда в конце жизни может понять, да, этого делать не надо. Но обычно они понимают все под конец жизни. 90% людей на планете Земля. Если кто это начинает применять пораньше, к кому приходит, хотя бы сначала доверие к мудрым людям, которые это говорят. Мудрые люди сказали, они уже прожили жизнь по 70, 80, 90 лет. Мудрецов вот так у нас. Он говорит, примени, и ты увидишь, как у тебя жизнь будет интересная. Человек применяет, и уже там в определенном возрасте он уже это осознал. Говорит, да, действительно, я этого применять больше в жизни не буду. Не буду там осуждать, не буду ни о ком думать. Я нахожусь в гармонии, занимаюсь собой, изучением себя. И как все живу обычной жизнью. Кто богаче, он несчастливее. Кто бедней, он не бедней. Каждый находится в том месте, в котором он должен находиться. И проходить те уроки, которые он проходит. Если у него урок, иногда, конечно, с уст может некоторым показаться очень жестко, я скажу. Но то, что происходит, то и должно происходить. Войны, страдания, потому что другого пути нету. Человек, как знаете, он не может научиться по-другому. У него идет процесс развития. Соответственно, я понимаю и осознаю, что если жизнь более разумный организм, надо выполнять ее правила. Когда ты выполняешь правила, сама жизнь тебе дает понимание, почему произошло с тем человеком то, почему то произошло, почему произойдет с тем человеком то. Ему будет необходимо научиться тем или иным вещам. Но банальные вещи, вы даже не поверите, если я вам скажу, что человек должен за жизнь научиться
не осуждать, находиться в гармонии с собой. С собой это что? Любить себя, любить свое тело. Это как? Не есть, что попало. Есть то, что помогает телу, а не калечит его. Помогает. Понимаете, разумный человек может понять, что не надо бить свое тело ножом сверху. Так же само нельзя сюда заливать все, что попало, яды, чтобы вызвало какую-то эйфорию на определенный период времени. Я не против. Я просто говорю, когда человек разумный, он уже понимает, что тело свое убивать не надо. У него другого не будет в течение жизни. Это за разумность я говорю. Другого не будет. Никто не даст. Соответственно, его надо к нему относиться нормально. Надо зарядка, он тогда лучше функционирует, у человека лучше настроение. Делаешь. Ты не задаешь уже потом вопросов, почему это делать, зачем. Ты понимаешь, ему лучше, оно тебе служит. Ты бегаешь, ты наслаждаешься жизнью благодаря телу. Соответственно, ты уже его не калечишь. Уходит осуждение кого-либо другого человека. Это правило. После чего человек начинает понимать те вещи, которые он до этого не понимал. Это как маленький ребенок, он просто научился. Но человек не сможет понять того, пока он не применит эти все правила в жизни с людьми и с окружающим миром. Не осуждение. Опять же, принятие всего, не противоречить жизни, а принимать. Она есть такая, ну значит так надо. Поступать соответственно. Как могут другие сказать, о, вот убивают, опять все приводят, убивают. Такое ощущение, что кругом убивают. Так идешь, и все другие убивают. Убивают. Ну, значит, так надо происходить этому процессу. По-другому, тот, кого убивают, но опять же, я рассуждаю с вечности, с понимания вечности. И не рассуждаю так, что вот это вот жизнь и все. Ну, по-другому, я думаю. Соответственно, это идет обучение каждой души индивидуально. И человеку тяжело поверить, что когда он применяет эти правила, жизнь начинает сама заботиться о нем. Он применяет в жизни аккуратное отношение к людям. Люди – это часть жизни. К окружающей среде, аккуратное отношение, но не осуждение никого. Это очень тонкие грани, они звучат очень легко, но это очень тяжело применить в жизни с людьми в окружающей среде. Но у вас получится. Я в это верю. Потому что я сам над собой работаю постоянно. Это не легкий процесс. Он не строится за один день. Он строится в течение всей жизни. Но это стоит того, когда ты уже начинаешь понимать, что все в жизни происходит не просто так. У всего есть свой алгоритм, почему это происходит. И все это делается для людей, для нас. Не во вред, а во благо. Все процессы, которые происходят, это только для вашего взросления. Иногда взрослый папа может забрать пасочку там, или совок, если ребенок начинает кидать по-другому песок. Папа взрослый понимает, что песок не надо кидать, он может забрать лопаточку и говорить, этого не надо делать. Но ребенок этого не может понять пока, он маленький. Он говорит, почему, пап, нельзя это делать? Но папа понимает, что он причиняет другому песком в глаза. Кидает. Он забирает, и он говорит, это неразумно. Но ребенок только по прошествию времени может понять, почему это неразумно. И такие процессы происходят с каждым из нас постоянно, каждый день. Но, как говорят, если выполняешь законы жизни, которые мудрецы говорят все одно и то же, сознание перестраивается, и вы взрослеете более духовно, становитесь более разумными. Есть понимание потом, почему происходит тот или иной процесс в вашей жизни и в жизни окружающих людей, стран, и что укрепляет, а что делает вас слабее. Тогда приходит понимание. Всем хорошего настроения, прекрасного дня, на связи. Гениально, все очень просто.